Однажды вы достанете свой аппарат из широких штанин, то есть из кофры, а он просто откажется работать. При помощи функционального табло, не особо выбирая выражение, просто сообщит, что ему эррово. Не фокусируется, не снимает. Затвор срабатывает через раз. Значит, пора разбирать. Неважно, какой модели ваша зеркалка. При таких симптомах поломка приблизительно одинакова, и без операционного вмешательства в этом случае не обойтись. Первым делом снимается все навесное оборудование, включая ремешок. И чтобы не мешалось на столе, отбрасывается через правое плечо. Объектив тоже навесное оборудование. Однозначно будет мешать разборке. Упс. Ладно, продолжим. Где только не носило это тело. Что оно только не повидало на своем веку. После отбрасывания копыт и откручивания головы уже можно вмешиваться во внутренние органы. Засучу-ка рукава ввиду предстоящего глубокого проникновения. Дело нехитрое. Схватил крепко обеими руками и крути-верти во всех отверстиях, пока днище не пока полностью не освободится нижняя крышка. В процессе разборки будет очень много винтиков, и все они разные. Если их вот так разбросать по столу, то часть потеряется, остальные перепутаются. При сборке придется долго чесать лоб, затылок и другие части тела, пока рассортируете их по типоразмерам. И не факт, что сделаете это правильно. Не надо сдергивать крышку резким движением. Спешка требуется в других жизненных ситуациях. Лучше ее аккуратно приподнять и внимательно осмотреть. Вдруг там какая-то электроника, проводочки, которые можно оторвать. По взаимному расположению меток на шестерне и корпусе можно оценить степень поломки. Но это не панацея. Нарисовал вот такие проекции на картоне, чтобы не растерять винтики, и каждый вставляю на свое место. На правой стороне фотоаппарата 3 винтика. 2 из них крепят одновременно боковую и заднюю крышки, а 1 верхнюю. Чтобы не прерывать видео, винтики во время каждой операции раскладываю на столе, а затем переношу на картон. На левой стороне фотоаппарата тоже 3 винтика. Также 2 из них крепят одновременно боковую и заднюю крышки, а 1 верхнюю. Есть винт крепления, про который обычно узнают после поломки корпуса. Он находится в батарейном отсеке, в самой глубине. Вот он, коварный. Если его не открутить, потом придется ремонтировать верхнюю крышку. Следующий этап – демонтаж окуляра, редуктора диоптрий и переключателя режима работы объектива. Винты крепления находятся под наклейками, которые снимаются острием булавки. При аккуратном демонтаже практически не деформируются, потому что применяется тут двухсторонний скотч, не очень липкий. Хранить лучше липкой стороной вверх или временно приклеить к основе от самоклеющейся пленки. На нижней стороне фотоаппарата нужно отпаять провод массы. При помощи вот такого крючка из фольги или полоски плотной бумаги нужно нащупать пластмассовую защелку под крышкой. Чтобы вспышка открылась, защелку нужно потянуть в сторону объектива. Тут находятся 2 винта, крепящих между собой верхнюю крышку и крышку байонета. Еще 2 винта с фронтальной стороны, и переднюю крышку можно снимать. Заодно можно открутить эти 2 винтика. И этот. Затем снимается правая боковая крышка. Перед снятием задней крышки обязательно нужно проверить, не осталась ли карта памяти в специальном гнезде. Если не вынуть, можно и карту, и электронику поломать.
Под крышкой есть шлейф, соединяющий органы управления и дисплей с материнской платой. Теперь можно снять левую крышку и вплотную заняться ливером. Экранировка материнской платы закреплена 6 винтами. Один верхний винт сейчас откручивать не надо. Пусть пока придерживает электронику до отключения основных разъемов и отпаивания проводов. Обязательно запишите, какой проводок к какой ламели был припаян. Или сфотографируйте перед демонтажом. Пришла пора открутить винт крепления платы, отсоединить 2 разъема снизу справа и шлейф сверху справа. С левой стороны нужно отпаять жгут проводов, приходящий из-под верхней крышки. Еще пара винтов около окуляра, несколько винтов спереди, и можно снимать верхнюю крышку. Только аккуратно. Под ней нужно отсоединить шлейф. Крышку окуляра надо тоже снять. За ней спрятаны винты крепления и механизмы шторки. Справа сверху установлены 2 платы, одна над другой. Верхнюю нужно демонтировать, предварительно отпаяв от нее проводок и отсоединив все шлейфы от разъемов. Крепится на 3 винтах и сложности в демонтаже не вызывает. Есть только один нюанс, который покажу при сборке. Между нижней и верхней платой есть разъем. Освобождается методом легкого пошатывания. Самый широкий шлейф вынимается в последнюю очередь. На нижней плате нужно освободить один шлейф и отпаять 4 провода. Все элементы, которые могли бы помешать дальнейшей разборке, теперь демонтированы. Для разделения передней и задней частей осталось открутить всего 4 винта. Не перепутайте с винтами крепления матрицы. Для устранения неполадок потребуется передняя часть фотоаппарата. Именно в ней установлены зеркало, шторка и механизмы, обеспечивающие их работу. Перевернув остатки Никона на спину и взявшись за пластмассовые элементы, можно легко отделить части друг от друга. Если не вынимается, поздравляю, вы открутили не все винты. Деталь в левой руке лучше хранить матрицей вниз, чтобы меньше осело пыли. А вот то самое окно, через которое мы рассматривали метки на программной шестерне. А это та самая часть, в которой находятся элементы, требующие ремонта. Если зеркало застряло в промежуточном положении, то дело, скорее всего, в редукторе. Не пытайтесь сдвинуть зеркало пальцами. Можете сломать хрупкие детали механизма. Лучше демонтируйте редуктор для дальнейшего ремонта. Сейчас покажу поближе. Выглядит он вот так. Состоит из микродвигателя и набора шестерен в пластмассовом корпусе. Про его ремонт расскажу в 3-м видео. Еще один элемент, требующий ремонта, находится под крышкой, к которой был прикручен редуктор. Крепится 3 винтами разной длины. Деталь во время монтажа нужно обязательно придерживать пальцем, иначе маленькая пружинка поможет вам разбросать детали по всему помещению. Аккуратно приподняв крышку, находим тут гиперпрограммную шестерню с пружинными контактами. Контактную площадку в крышке нужно будет протереть спиртом. Постарайтесь не растерять вот такие пластмассовые ролики. Если не боитесь потерять пружинку, установленную между этой крышкой и тягой механизма шторки, то можно целиком всю эту деталь отложить на временное хранение. Я обычно ее демонтирую и храню на мощном неодимовом магните. С него еще ничего не потерялось за всю практику. Про ремонт программной шестерни расскажу в следующем видео. Лайк, подписка и незлобная записка на ваше усмотрение. Желаю вам крепкого здоровья.